Всех приветствую на мелом. В общем, сегодня у нас глина хамелеон, невеста и голубой залив, по-моему. Да, все верно. Также взял пиленый на фане, чтобы немножко это как-то разнообразить, в плане того, чтобы, залипания, возможно, не было. Описание не читал ни одной глины. Давайте начнем с какой? С глины голубой залив. Она тут самая отличающаяся, да, от всех по цвету, по крайней мере. Идет такими пластинками, пластинки у нее, да и она сама как-то по виду, да, такой черный будто цвет, но он немножко обманчивый, на самом деле это очень такой темно-зеленый цвет, как по цвету примерно, так и по структуре видно, что похоже на чародейку. В общем, давайте попробуем. Очень интересный привкус. Так как я описание не читал, а плюс ко всему они индивидуальные, ко всем там идут эти описания и так далее, да, кто как чувствует. Полное описание будет каждой глины под роликом в описании и в комментариях. Она отдает какой-то кислинкой. Также у нее есть залипание, но небольшое, не такое, как у чародейки. И немножко она будто рыхловатая. Есть тут еще маленький кусочек, ладно, от большого попробую откусить. Просто чародейка откусывается точно так же. Примерно среднее такое откусывание. Ближе к твердому даже. Привкус небольшой чародейки также имеется. Также немножко ощущаю кимбрийку. Кимбрийка у нас это вкус кедровых орешков, да? Очень похожа она на эти глины. Также я ощущаю небольшой привкус в конце сейчас гудрона. Кто ел, тот, думаю, понимает, что это такое. Правда, гудрон его более так откусываешь, наверное, нежели даже отрываешь, я бы сказал, чем вот с таким хрустом, да? Ну, какая чипсинка интересная. В общем, внутри нет ничего. Монолитная такая, правильно, наверное, так назвать, структура у нее. Если колоть, я думаю, колоть ее очень сложно, как и чародейку. Будет разламываться также на пластинке. Цвет темно-зеленый. Немножко рыхловатый. Вкус действительно похож на гудрон. Полное описание вкуса смотрите в описании к ролику. Сколько бы баллов я ей дал? Ну, из всех своих глин я могу сказать, что она точно не на последних местах, потому что есть глины, как, допустим, кимбрийка, та же чародейка. Для меня они довольно-таки залипучие такие. Попробуем на фане. Ну, в общем, как-то так. Поехали к следующей глине. А следующая глина будет хамелеон. Я на самом деле, что хамелеон, что название радуга, я бы отдал, наверное, сорту радуга. Потому что, какой же это хамелеон? По вкусу, может быть, там миллион всяких прям прикольных переходов, да? Но по виду такая стандартная довольно длинная, я бы сказал. Цвет у нее уже светло-зеленый, если сравниваем с той. По структуре видно, что она тоже наподобие какой-нибудь кимбрийки, но точно не чародейки. Это раскалывается по-другому, это прям видно.
Это прям интересно. Самое первое, что во вкусе я почувствовал, это ярко выраженный вкус мяты. Хотя описание я не читал, если есть в описании, в общем, привкус мяты, то я этого не знал. Очень такой свежий прям привкус был. Она очень сильно залипает, при этом откусывается очень легко. Такая рыхловатая немножко и в кашицу такую липучую-липучую. Какой-то новый вкус проявляется. Я не могу его описать как-то, но вы сможете увидеть это описание под роликом также. Какой-то интересный, правда, привкус. Ну, сам прочитаю, когда описание. Тоже буду знать, почему может быть хамелеон. Что опять же важно понимать, эти глины в идеальной просушке, они у меня просто лежат примерно полгода уже. При комнатной температуре, то есть идеальненько они просохли. Мне их положили, они пришли. Вообще много чего вот так вот нету в ассортименте, что, допустим, у меня по сути уже в наличии. Эти глины мне вообще на пробу отправили. Есть что-то оригинальное. Не могу пока назвать что. В общем, цвет светло-зеленый. Отламываться она, наверное, будет, ну, не пластинками, как вот предыдущая глина или как чародейка, но схожесть будет с этим разламыванием. Сейчас я закурю. Откусывается средне или легко даже. Но опять же, среди глин. Опять прилипло. Если бы я сравнивал вместе с мелом, то, конечно, она тяжело откусывается. Если мы сравниваем с глинами, то довольно легко. Хотя, опять же, глина, допустим, Наполеон очень легко откусывается. Кстати, заметил, что мне нравится пересушенный мел. Даже сухие сорта, вот этот Джинофаня, он мне не сильно нравится в стандартной просушке. Но если его положить на ночь на батарею, да, горячехоньку, утром он даже будто привкус жирности какой-то обретает. Ешь и прям вау. Ну и последняя глина. Называется данная глина невеста. Они на самом деле по жирности, по структуре очень сильно похожи с хамелеоном. Он такой же, ну видно, что это жирный очень сорт, залипучий будет. Видно, как он должен плюс-минус раскалываться. Ее сложно будет расколоть, как вот эту глину. Она будет такими кусочками отпадывать. Следующий момент. Цвет. Если здесь это был светло-зеленый, а в предыдущей глине темно-зеленый, то здесь это конкретно желтый. Ну вот так вот. Ну, давайте попробуем. Лучше от маленького. Они, кстати, все такие, ну, довольно маркие какие-то глины. Вот как я сказал, по структуре один в один глина хамелеон. У них даже разрыв вот этот, да, разрез в месте откусывания, он абсолютно одинаковый. Она точно так же рыхловато и легко откусывается. Но вкусы совершенно разные.
То ли вперемешку с мелом мне она понравилась. Ну, сейчас получше распробую. Как я сказал, залипание идет очень сильное. Привкус какой-то странный, хотя мел у меня уже прошел. Странный меловой привкус. Вот эта рыхлость, кстати, похожа из Актобе глины. То есть он также легко откусил, начинает жевать, но потом уходит в рыхлость. Ой, в вязкость. Да, все-таки я не ошибся. Именно привкус какой-то меловой она несет. Но есть еще вот этот загадочный вкус, как у хамелеона. Я его пока что описать не могу, но в описании вы обязательно его увидите. Вот как здесь, допустим, вкус мяты я ощутил, а здесь какой-то яркий вот этот вот букет, я бы сказал, не знаю, как цветы какие-то. Сладкий, не сладкий такой аромат. Ну, в общем, в описании скажу. Давайте закушу. Когда она шипит. Прям во рту. Итак, давайте подытожим. Глина Голубой залив. Довольно сильное сходство имеет с кимбрийкой и радугой. Вкус такой где-то кедровых орешков. Залипания практически нету, в этом отличия от кимбрийки и чародейки. А в целом с ними по структуре похоже. Также она немножко рыхловатая. За счет этого залипания практически нет. Следующая глина хамелеон. Цвет у нас светло-зеленый. Колоться будет, наверное, кусочками. Причем не совсем легко она будет откалываться. По вкусу я прям при первом укусе ощутил мяту сразу же моментально. И еще какой-то вот такой момент у меня не раскрылся, но его вы увидите в описании, читайте его обязательно, смотрите, там всегда полная информация, и как где заказать и так далее. Кстати, самое важное, всех с Новым годом! Это первый ролик в этом году, поэтому поддержите лайком и обязательно жду всех в комментариях. Ну, в общем, какая-то такая вот эта глина. И возвращаемся к последней, которую я только что пробовал. Они, кстати, очень схожи, сейчас что-то еще добавлю. Это глина невеста. У них одинаковая рыхлость в разрезе. Они оба шероховатые, такие, как правильно это сказать. Но если мы сравниваем с Голубым заливом, то здесь нет такого, что вот эта вот рыхловатость, она спасает от залипания. Нет, здесь наоборот мощное такое залипание, как у хамелеона, так и у невесты. И здесь какой-то сладковатый букет. Также отдает немножко меловой привкус имеет и несет в себе. Ну, в общем, я пойду читать описание, добавлять его в ролик, а вы также обязательно смотрите его, потому что, ну, какие-то это оригинальные глины, мне понравились. В общем, всем спасибо за просмотр, совсем скоро увидимся. Следующая, наверное, глина с описанием будет это чародейка, либо голубая узбечка и какая у нас розовая узбечка. Вот такой вот план на следующие ролики, так сказать. В общем, всех жду в комментариях, пишите, что вы бы еще хотели увидеть в описании от меня. Ну, как-то так, давненько не было ролика. По крайней мере, последний был в прошлом году. В общем, всем пока.